один из самых популярных салатов во всем мире. Этот салат, я думаю, вы пробовали не раз. Он подается почти во всех ресторанах всех стран мира. И этот салат приобрел свою популярность благодаря случаю. Я думаю, что вы уже догадались, что я говорю о всемирно известном, популярнейшем салате «Цезарь». История началась благодаря шеф-повару. Его звали, конечно же, Цезарь Кардини, который в прошлом веке переехал жить в Тихуану, в Мексике. В то время в Америке буйствовал сухой закон. И в Тихуану, так как это недалеко, заезжали голливудские звезды, богема и бизнесмены. И вот однажды, по традиции, на 4 июля в ресторане Цезаря Кардини был наплыв. Люди осаждали все столики, и у него закончились ингредиенты. Можете себе такое представить? Я могу. И вот такой находчивый итальянец вышел из положения, подав салат, который он назвал в честь себя. Я бы тоже так сделала. Но что было необычным, что в салат входили всего лишь несколько ингредиентов. Салат романо или айсберг, какой у вас найдется. У него были крутоны, сыр, пармезан, конечно же, он итальянец, оливковое масло, чеснок и яйцо. И, собственно, из этих ингредиентов он создал целый салат. Но примечательно было то, что сеньор Кардини не готовил салат на кухне, не подавал его гостям. Он готовил салат при них. Примерно так же, как я буду делать это сегодня с вами. И популярность салат снискал благодаря своей сочности, яркому, контрастному аромату и пикантности. И, конечно же, благодаря тому, что голливудские знаменитости часто приезжали в Тихуану и заказывали его салат снова и снова, вскоре популярность его перешла границы Тихуаны, и он стал популярен во всей Америке, а дальше и в других странах. Позднее этот салат претерпел некоторые изменения. В частности, туда были добавлены анчоусы, которых не было в изначальном рецепте. Но это уже стараниями других шеф-поваров они решили, что таким образом вкус будет ярче. А изменять вкус, кстати, стал сам брат шефа-повара Кардини. Поэтому я думаю, что мы тоже можем сегодня позволить себе некоторую вольность. Я хотела бы поделиться этим салатом, потому что это один из моих любимых салатов, и он очень легкий, вопреки мнению большинства. И легкий он за счет того, что я делаю его немного иначе, саму заправку, и немного иначе подаю. Но об этом позже, не буду забегать вперед. Для основы возьмите качан любого салата, который вы найдете, но я сделала эксперимент, и вот интересно, что романо оказался соусом для Цезаря максимально хорошим сочетанием. Я пробовала его и со своим любимым латуком, но я вам скажу, что это не идет ни в какое сравнение. Именно салат романо или айсберг не только держит соус замечательно, но там происходит какая-то волшебная химия на неуловимом уровне. И вместе они, конечно, идеальная парочка. Поэтому я рекомендую найти именно такой салат, если вы надумали сделать Цезарь. Что мы делаем с этим салатом? Вчера я его, когда купила, я его ополоснула в воде с уксусом и завернула в бумажное полотенце, оставила в пакете, чтобы он был вот таким хрустящим. Надеюсь, вам слышно. Об этом лайфхаке я говорю в своем видео. В моем YouTube-канале вы найдете раздел с лайфхаками, и там много полезного, как сохранить зелень в том числе. Так, салат я пока отложу. Мы будем его подавать в этой чаше, поэтому пусть он пока тут привыкает. Дальше мы займемся важнейшей частью салата Цезарь, а именно заправкой. Что нам потребуется для заправки? Сразу, забегая вперед, скажу, что я не сторонник мучительных, долгоиграющих, многоступенчатых соусов и рецептов, поэтому будем делать все быстро. Для начала мы будем использовать целое куриное яйцо.
А так как салатный соус мы подаем сразу, нам нужно его пастеризовать. Я беру сырое яйцо, заливаю кипятком, и за минутку как раз оно не приготовится, потому что для соуса нам нужно оно сырое, но оно пастеризуется, что сделает его более безопасным. Конечно же, сюда идет чесночок, зубчик, ну вот так вот где-то. Никак не могу я на одном зубчике успокоиться, все мне мало. Сюда у нас идет сыр пармезан. Я его предварительно натерла, чтобы сократить время приготовления соуса. Кстати, по поводу сыра пармезан я хотела сказать такой нюанс. Пожалуйста, не покупайте натертый сыр пармезан, который продается в пачечках. Лучше возьмите кусок пармезана и натрите его на обычной терке или измельчите в любом миксере. Почему? Потому что для того, чтобы пармезан не слипался, вот я сейчас его натерла, и он уже у меня слипается в такие комочки. Чтобы он выглядел в пакетике шелковистым, радостным, счастливым, туда добавляется химическая присадка с добавлением алюминия, которая препятствует возникновению комочков. Но сколько мы этого алюминия уже съели? Он есть и в молотом кофе, он есть и в сахарной пудре, он есть в любых измельченных продуктах. И что туда еще добавляется, чтобы оно не плесневело, чтобы оно не слипалось? Я не знаю, не разбираюсь во всех этих циферках. Одно знаю, что они звучат для меня не очень. Поэтому гораздо проще и удобнее делать вот такую вот натерку, а большой кусочек сыра прекрасно хранится в пекарской бумаге на верхней полке в холодильнике достаточно долго, хотя он у нас не улеживается. Что еще туда пойдет? Я положу туда анчоусы по рецепту 1, но, честно говоря, мне всегда не хватает вот этой вот анчоусной искринки, вот такой вот sparkling. Конечно, туда пойдет горчица, лучше вот такую вот прям ядреную, она должна ощущаться. И опять же, как и во всех соусах, она у нас послужит цементом. Также туда я буду использовать немного красного уксуса. Любой, вы можете использовать любой. У меня вот этот, ему уже, наверное, не знаю, года 4. Не часто его использую. Вестерский соус, один из главных ингредиентов заправки для Цезаря. Он неказистый на вкус и на запах, но поверьте, вот этот вот неповторимый нюанс, который он дает, еще чуть-чуть, он оправдан. Конечно же, перчик, черный перец. Цезарь любит перец. И соль. Так, теперь 100 грамм светлого любого масла. У меня это масло из косточек винограда. Оно нейтральное, потому что все другие ингредиенты у нас очень яркие. Я не думаю, что сюда какое-то еще масло лучше всего подойдет. Также я добавлю наше яйцо, которое уже нагрелось, но не должно приготовиться, только пастеризоваться. Вот оно даже чуть-чуть побелело. Это хорошо. Главное, чтобы оно было жидкое. И капельку лимона. Буквально чайную ложечку. Как я уже говорила, лимон значительно приподнимает вкусы, объединяет их, дает такую нотку. Еще он осветляет соусы, поэтому у нас будет красивый по цвету соус. Теперь я просто закрываю и смешиваю в блендере. Если у вас нет блендера, вы можете все эти ингредиенты смешать в обычной чашке венчиком. Чесночок можно будет натереть на терочке, и все. Соус готов. Конечно же, мне его нужно будет попробовать. Он получается вот такой густой, очень красивый, а пахнет... Все в меру. Чувствуется чеснок, чувствуется такая масляная нотка, чувствуется анчоус. Но я бы даже добавила побольше. Но меня надо иногда останавливать. Чувствуется соль, перец, кислинка, дают такую свежесть. И яичная такая вот успокаивающая, бархатистая нотка. В таком виде вы можете накрыть его крышкой и хранить в холодильнике
Он хранится отлично, до 3-4 дней даже, но обычно он уходит у нас очень быстро. Как видите, этот соус достаточно густой. И как во многих ресторанах поступают, им поливают листья салата. Таким образом, получается, что этот соус достаточно агрессивный, яркий по вкусу, находится наверху салатных листьев. И где-то, где мы берем ложкой, его очень много, а где-то он так и не достиг листьев, они так и не встретились. Чтобы это избежать, есть один маленький трюк, который я вам сейчас покажу. Но сначала мы разберем салат. Салат латук мы не будем резать, мы его будем рвать. Сначала я разрежу его пополам. Напомню, что он у меня мытый. Разрезаю я его керамическим ножом, который предотвращает окисление наших активных ингредиентов в салате и не позволяет произойти оксидации. Да? Нам надо антиоксиданты. Оксиданты нам не нужны, поэтому используйте по возможности. Если у вас такого ножа нет, не страшно. Он превосходно рвется руками. Я беру вот эту чашу, которая у меня будет для сервировки, а эту чашу я буду использовать для смешивания салата. Хочу показать, как я нарываю эти салатные листья. Вот прям вот такими крупными кусочками. Чем крупнее у вас кусочки, тем более хрустящий салат. Слышите, как он хрустит? Это невероятная красота. Можно его разделить на этажи, чтобы было легче нарывать. Меньше делать не стоит, потому что салатные листья поменьше размером, они достаточно быстро увянут, потому что у нас заправка, имеет кислоты и быстро проникает в листья, делая их вялыми. А нам нужно, чтобы все стояло, торчало и хрустело. Вот чудесно, уже прекрасно. Вот эту вот кочерышку я, кстати, уберу. Кочерышка в салате имеет немножко горьковатый вкус, поэтому я ее уберу. Смотрите, сколько вам потребуется салата для 1 или 2 голодных персон. Я думаю, что вот пол-кочана будет достаточно. Я одела перчатки, чтобы перемешать наши листья салата. Чтобы моя мисочка не вращалась и не скользила, я положила сюда полотенце. Итак, начну я с 1 столовой ложки и прям вот так перемешиваю листья, чтобы соус равномерно распределился очень тоненьким слоем. Это является одним из важных моментов в салате «Цезарь». Именно таким образом мы обеспечиваем проникновение соуса повсеместно на всей поверхности листочков и обезопасим себя от чрезмерно яркого вкуса соуса. Все, листья салата у нас уже промаслены соусом. Я выкладываю это в чашку. У меня наготове свежеприготовленные крутоны. Кстати, о том, как приготовить эти крутоны, вы можете найти на моем канале. Я записала для вас специально отдельное видео. Также сегодня для цезаря я буду использовать курицу. Сам цезарь в классическом понимании или в классическом рецепте состоит только из листьев, крутонов и сыра пармезан. Вы можете добавить много других заправок. Давайте вернемся к салату. Итак, база у нас готова. Теперь нам нужно нарезать такие вот красивые лепестки пармезана. Стараться надо, чтобы они были тоненькие, если получится. Это, конечно, работа для мужчины, но и женщине под силу. Вот, думаю, достаточно этого будет. Я распределяю пармезановые лепестки сверху. Вот этот толстенький назад пойдет. Так, щедро. И сюда же распределяю наши хрустящие чесночные. Кстати,
крутоны, что неудивительно в моем доме. Кстати, как приготовить сочную куриную грудку, чтобы она выглядела и была на вкус, как будто она на гриле, которая идеально подходит к этому салату, да и может быть использована на обед, я даю в отдельном видео, которое вы можете найти на моем канале в разделе «Основные блюда». Итак, курочка у нас уже остыла, и я ее вот так красиво нарезала. Я ее выкладываю в центр, распределяю. И сюда, я думаю, опять просится сыр. Сверху буквально 2-3 снежинки. Салат «Цезарь», созданный неповторимым шеф-поваром Цезарем Кандини. В классическом его проявлении я сюда добавила курочку сегодня. Вы можете использовать любой протеин, который вам нравится. Это может быть тунец, это может быть лосось, это могут быть креветки. В некоторых семьях или ресторанах добавляют сюда перепелиное яйцо и томаты черри. Пожалуйста, будьте новым Цезарем Кандини в своей семье. Создавайте ваш неповторимый салат «Цезарь» с вашими ингредиентами, по вашему настроению. Я, опять же, повторюсь, это всего лишь рекомендация. Я дала вам базовые техники для приготовления этого салата. А дальше, пожалуйста, творите. И надеюсь, этот салат будет вашим любимым в семье. И гости будут говорить: пожалуйста, приготовь «Цезарь» снова. Я благодарю вас за то, что вы смотрите это видео. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии, если вам понравился этот рецепт и это видео. И до скорых встреч. С вами была Яра.